Итак, начинаем наше хлебное приключение. В глубокую миску насыпьте 560 грамм пшеничной муки и далее 190 грамм цельнозерновой пшеничной муки. И все хорошо перемешайте. И теперь добавляем 600 миллилитров или 600 грамм кипятка. Возьмите деревянную лопатку и начните замешивать тесто. Так как мы использовали только что вскипяченную воду, руками мы пока не можем работать с тестом. Но со временем, когда оно немного остынет, можно уже начинать работать непосредственно вручную. Тесто будет очень уникальной структуры. Оно будет эластичное, теплое и мягкое. Одно удовольствие. Хорошо промешайте и промните тесто вот такими движениями. Со временем оно будет становиться все более и более однородным. На этот замес вы потратите около 5-6 минут. Тесто стало однородным, оставляем его отдыхать вот в таком состоянии на 15-20 минут. После этого мы добавим соль 17 грамм, далее добавляем 3 грамма быстродействующих сухих дрожжей и начинаем активно перемешивать, чтобы все ингредиенты распределились равномерно внутри нашего теста. Для того, чтобы тесто не липло к рукам, периодически смачивайте их в прохладной воде. Выполняйте вот такие движения, собирая тесто с краев и перемещая к центру. Вам потребуется всего лишь 4-5 минут для того, чтобы все ингредиенты в тесте распределились равномерно. Второй этап работы с тестом завершен. Теперь нам нужно будет его накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на полчаса. 30 минут прошло, приступим к следующему, третьему этапу. Здесь все просто, нам потребуется всего пару минут. Нам нужно делать вот такие движения. Мы приподнимаем тесто с краю и опускаем к середине. Опять приподнимаем тесто с краю, немного вытягиваем и опускаем к середине. Третий этап завершен, закрываем опять полотенцем и оставляем на 1 час. 1 час прошел, приступим к следующему, четвертому уже этапу. Здесь также все просто. Мы опять повторяем те же самые простые движения. Мы немного оттягиваем тесто с краю и переносим к середине. И опять оттягиваем тесто с краю и переносим к середине. На этот этап вы потратите 1-2 минуты. Также в конце вы можете присыпать немного мукой. Затем накрываем полотенцем и оставляем на 1,5-2 часа в теплом месте. 1,5 часа прошло. Вот как хорошо наше тесто поднялось. Посмотрите. Это будет финальный 5-й этап работы с тестом. Для этого присыпьте рабочую поверхность активно мукой, лучше цельнозерновой. Выкладываем аккуратно тесто на рабочую поверхность. Немного присыпаем мукой и складываем конвертик. Постарайтесь не надавливать сильно на тесто, нам нужно только, чтобы закрепились края, и таким образом тесто будет легче формоваться. Далее аккуратно переворачиваем и придаем тесту форму. Мой совет: при работе с хлебным тестом всегда используйте таймер на телефоне, чтобы замерять время расстойки теста. Так вы сможете спокойно заниматься своими делами, а когда прозвенит будильник, возвращаться к работе с тестом. Нам потребуется также бумага для выпечки, хорошего качества, плотная. На ней мы будем в последующем выпекать хлеб. Присыпьте ее мукой. Перекладываем хлеб на бумагу для выпечки
И далее подготовьте емкость, в которой хлеб будет растаиваться. Это может быть миска, как у меня, либо же кастрюля большего размера. Перекладываем туда хлеб. Разравниваем и присыпаем мукой. Обрезаем лишний край бумаги, для того, чтобы миску можно было легко закрыть полотенцем. Накрываем полотенцем и оставляем наш хлеб на финальную расстойку 1,5 часа. Также нам понадобится жаропрочная посуда для выпекания. У меня есть вот такой глиняный горшок и вот такая толстостенная кастрюля. Сегодня я буду использовать именно ее, но на крышке у меня находится пластик, поэтому закрывать ее я буду фольгой. За полчаса до начала выпекания хлеба вы должны поставить кастрюлю с крышкой в духовку, разогретую до 250 градусов, на полчаса прогреваться. Итак, финальный этап. 1,5 часа прошло, хлеб расстоялся. Кастрюля у меня тоже уже нагрета была как полчаса в духовке. Теперь я переложила туда свой хлебушек и накрываю кастрюлю фольгой. И отправляю в духовку, разогретую до 250 градусов, на 35 минут. Затем быстро снимаю фольгу и отправляю хлебушек обратно допекаться при той же температуре на 20-25 минут. Хлеб готов, обязательно переложите на решетку для остывания. Слышите? Так звучит хорошо пропеченный хлеб. И очень хрустящая корочка. Этот хлеб долго сохраняет свою мягкость, свежесть и не портится. Храните его в бумажном пакете или в чистом полотенце. Пеките хлеб, друзья! Это так чудесно, когда дом наполняется ароматом свежеиспеченного хлеба.